Здравствуйте! Вы едите меньше, а живот растет? Утром кофе, днем салат, хлеб уже под подозрением, сладкое, почти как уголовное дело, а вечером вы подходите к холодильнику и думаете, ну все, опять, у меня нет силы воли. Но, возможно, у вас не сила воли сломалась, и не обязательно гормоны все испортили. Возможно, у вас просто сбилась пищевая бухгалтерия. Весь день вы телу не доплачивали, а вечером оно пришло за долгом, с процентами и говорит: «Добрый вечер, вы меня весь день кормили обещаниями, теперь давайте еду». Меня зовут Наталья Дмитриевна Петрик, я акушер-гинеколог, PhD, врач, легитимированный в Швеции. И в работе с женщинами после 40, в перименопаузе и менопаузе я постоянно вижу одну и ту же картину. Женщина старается. Убирает хлеб, убирает сладкое, уменьшает порции, терпит голод, а тело отвечает животом, усталостью, тягой к сладкому, плохим сном, ощущением «я больше не управляю своим телом». И это очень неприятно, потому что вы вроде делаете все правильно, а результат выглядит как предательство, но тело не предает. Оно просто стало честнее показывать ошибки. И сегодня я хочу дать вам не очередную диету, а простой способ посмотреть на свою тарелку так, чтобы вечером не заканчивать день войной у холодильника, без голодовок, без марафонов, без наказания себя за кусок хлеба. После 40 старые пищевые схемы начинают работать хуже. То, что раньше сходило с рук, теперь быстрее видно на талии, на сахаре, на холестерине, на давлении, на энергии. Раньше можно было пропустить завтрак, днем съесть что-то легкое, вечером как-то добрать, и организм молчал. И главный вопрос здесь не как есть меньше, а главный вопрос, как собрать питание так, чтобы тело было сытым, сильным и спокойным. Потому что есть огромная разница между тем, я мало ем и я нормально питаюсь. Мало еды – это не всегда контроль. Иногда это просто подготовка к вечернему срыву. Вот типичный день, который выглядит дисциплинированно. Утром кофе, иногда кофе с печеньем, или кофе с тостом, или вообще ничего, потому что я же худею. Днем салатик, листья, огурец. Может быть, немного сыра, выглядит красиво, выглядит легко, выглядит как контроль. Потом яблоко, потом только кусочек, потом еще кусочек, а вечером хлеб, сыр, сладкое, остатки ужина и чувство вины. Это не слабость, это предсказуемая физиология. Если тело весь день не получало нормальную еду, вечером оно не просит, оно требует. И самая частая ошибка здесь не в ужине, не в картошке, не в одном куске хлеба. Главная ошибка – день без опоры. Первая опора – белок. И это не фитнес-мода, это защита мышц. После 40 нужно думать не только о весе, нужно думать о мышцах, потому что мышцы – это ваша метаболическая броня. Она помогает использовать глюкозу, поддерживает силу, дает устойчивость, помогают нормально двигаться и дают ощущение, что тело вас держит, а не разваливается по дороге в магазин. Когда мышц становится меньше, вес может почти не меняться, но талия становится шире, тело мягче, энергии меньше, а анализы хуже. Поэтому совет «просто меньше ешьте» после 40 часто работает плохо. Если есть меньше, то не добирать белок и не давать силовую нагрузку может привести к тому, что теряется не только жир, можно терять мышцы. На весах вроде бы минус, а по телу минус сила, минус плотность, минус защита. Плохая сделка. Белок нужен не когда-нибудь за день, он нужен в каждом основном приеме пищи. Потому что если утром был только кофе, а днем только салатик из листьев, вечером организм не будет спокойно радоваться вашей дисциплине. Он скажет: хорошо, тогда сейчас мы съедим все, что найдем. Завтрак – это не кофе с чем-то сладким, это яйца, греческий йогурт, творог, рыба, индейка, тофу, бобовые или другой нормальный белковый продукт. Обед – это не просто листья салата, это салат плюс рыба, курица, яйца, бобовые, тофу или творог. Ужин
тоже не наказание, белок. Овощи – нормальная еда. Практический ориентир примерно 25-30 граммов белка в основной прием пищи. Не нужно жить с калькулятором, но если в тарелке нет белка, это не полноценный прием пищи. Это пауза перед следующим голодом. И да, сейчас скажу страшную вещь. Картофель вечером – это не зло. Картофель рядом с рыбой, овощами и нормальной порцией белка – это обычная еда. А вот кофе утром, сладкий обезжиренный йогурт с надписью «фитнес» и салат без белка днем – это часто билет к вечернему голоду. Не потому, что йогурт сам по себе плохой, а потому что тело опять не получило опору. Вторая опора – клетчатка. Углеводы не враги. Женщина после 40 не обязана жить на куриной грудке и огурцах. Но качество углеводов становится намного важнее. Овсянка, гречка, бобовые, овощи, ягоды, фрукты целиком. Цельнозерновые крупы – это одна история. А вот печенье, белый хлеб, булки, хлопья, соки, сладкие напитки и постоянные перекусы – совсем другая. Проблема не в том, что вы съели хлеб. Проблема в том, что весь день может быть собран из еды, которая быстро дает энергию, но плохо насыщает. Кофе с печеньем, потом что-то маленькое, потом салат без белка, потом сладкий перекус. А вечером организм снова открывает свою бухгалтерию. За день поступило мало нормальной еды. Компенсируем. Если вам сказали просто уберите хлеб полностью, вам дали слишком примитивный совет. Проблема часто не в самом хлебе. Проблема в том, на каком фоне этот хлеб у вас появляется. Один кусок цельнозернового хлеба с яйцами, рыбой, творогом или овощами – это одна история. А белый хлеб с колбасой, сыром, соусом и сладким чаем на фоне дня без белка – это совсем другая. Клетчатка помогает насыщению, помогает кишечнику, сглаживает подъемы сахара после еды, поддерживает микробиоту, помогает липидному профилю. И ее у большинства людей мало. Поэтому в каждом приеме пищи должен быть растительный объем. Не декоративный лист салата, не один огурец, который лежит на тарелке как свидетель вашей дисциплины, а нормальная порция овощей, зелени, бобовых, ягод, фруктов, цельных круп, семян или орехов. Задача не убрать все, задача убрать хаос. Картофель рядом с рыбой, овощами и белком – это нормальная еда. Картошка фри, колбаса, соус и сладкий напиток – это уже другая история. Фрукт после нормального завтрака – нормальная еда. Сок или сладкий перекус на пустой желудок – быстрый путь к новому голоду. И снова получается та же ловушка. Женщина думает: я ем мало, а тело отвечает: вы едите немало, вы едите нестабильно. И я вечером вам это покажу. И теперь опора – нормальные жиры. Это третья опора. Жиры не нужно выгонять из рациона, их нужно выбирать правильно. Меньше колбас, жирного переработанного мяса, выпечки, фастфуда и сливочного масла каждый день. Больше оливкового масла, орехов, семян, авокадо и рыбы. Рыба 2 раза в неделю – хороший ориентир. Особенно жирная рыба – сельдь, сардина, скумбрия, лосось. Но здесь важно не впасть в другую крайность. Фраза «это полезный жир» не означает, что его можно добавлять без меры во все подряд. Вопрос не в одной ложке масла, вопрос в системе. Если в рационе есть рыба, овощи, белок, бобовые, крупы, орехи, нормальная еда – это один фон. Если в рационе кофе, сыр, хлеб, печенье, колбаса, соусы и вечерний холодильник – это совсем другой фон. И отдельно про добавки. Капсулы омега-3 всем подряд, они совсем не обязательны. Сначала еда, потом анализы, показания, а не наоборот. Потому что часто рыбы нет, овощей мало, белка на завтрак нет, зато стоит 5 баночек добавок. Организм смотрит на это и думает: спасибо, а обед будет? Теперь коротко о том, что тихо портит результат. Соль. Это не только солонка, это хлеб, соусы, колбасы, полуфабрикаты и ресторанная еда. Цвет соли физиологию не обманывает. Розовая соль не превращает избыток натрия в заботу о здоровье. Алкоголь тоже часто бьет туда, где женщине в середине жизни и так непросто.
Сон, давление, вес, восстановление, приливы. Идея бокал вина для сердца сегодня выглядит все слабее. Если алкоголь есть, чем меньше, тем лучше. И еще кости. Они обычно не болят, пока проблема не стала серьезной. В поздней перименопаузе и в первые годы после менопаузы костная масса может уходить быстрее. Поэтому важны белок, силовая нагрузка, кальций и витамин D, но без магического мышления. Кальций сначала из еды, витамин D не огромными дозами на всякий случай, а адекватно, чтобы не было дефицита. Витамин D – это не кнопка «вернуть 25». Это просто важный витамин, с которым не надо проваливаться в дефицит. Теперь соберем все просто. Плохой день, кофе с печеньем утром, салат без белка днем, сладкий перекус после обеда, большой голод вечером и чувство вины. Хороший день. Завтрак, греческий йогурт, ягоды, орехи или яйца, овощи и кусок цельнозернового хлеба. Обед. Большая тарелка овощей плюс рыба, курица, яйца, бобовые или тофу. Ужин. Белок, овощи и при необходимости крупа или картофель. Без голода, без наказания, без войны с углеводами. Не обязательно убирать углеводы вечером. Нужно убирать хаос в течение дня. Не обязательно есть идеально. Нужно есть так, чтобы тело не мстило вам вечером. И вот самый простой алгоритм. 4 вопроса к каждой тарелке. Первый. Где здесь белок? Второй. Где здесь клетчатка? Третий. Какой здесь жир? Четвертый. Сколько здесь сахара, соли, ультрапереработанной еды? Эти 4 вопроса часто полезнее, чем спорить, какая диета самая правильная. Потому что диета может называться как угодно – средиземноморская, низкоуглеводная, интервальная, белковая. Но если утром кофе, днем листья, а вечером холодильник, название диеты уже не спасает. Питание после 40 должно стать не более жестким, а более точным. Не меньше еды любой ценой, а больше структуры. Не голод, а белок. Не страх перед углеводами, а нормальные углеводы с клетчаткой. Не обезжиренная жизнь, а правильные жиры. Не 20 добавок, а закрытые реальные дефициты. И здесь есть еще один важный момент. Если вес растет резко, если есть отеки, выраженная слабость, нарушение цикла, кровотечение, сильные приливы, бессонница, проблемы с давлением или сахаром, это не надо списывать только на возраст и на тарелку. Здесь нужна нормальная медицинская оценка. Но если ваша главная проблема весь день держаться, а вечером срываться, то тут очень часто нужно начинать не с новой диеты, а с нормального завтрака и нормального обеда. Ну и, конечно же, ужина. Если вы сейчас узнали себя, это не повод себя ругать, это повод перестать воевать с телом и начать его нормально кормить не с понедельника, не после отпуска, а со следующего завтрака, завтра. Добавьте белок, добавьте клетчатку, уберите сладкий хаос и посмотрите, что будет с голодом, энергией, контролем вечером. Потому что вечерний срыв часто начинается не вечером, он начинается утром, когда вы решили, что кофе – это завтрак. Он продолжается днем, когда вы решили, что салат без белка – это обед. А вечером просто тело завершает сделку. Тело не враг. Оно показывает, где система не работает. И если оно показывает ошибки, оно покажет и улучшения, когда вы дадите ему опору. Поэтому сегодня не начинайте новую диету. Просто задайте своей тарелке 4 вопроса. Где белок? Где клетчатка? Какой жир? Сколько сахара, соли и ультрапереработанной еды? Напишите в комментариях слово «белок», и я подготовлю чек-лист, как добавить нормальную порцию белка на завтрак, обед и ужин, даже если вы не любите яйца и не хотите есть одну куриную грудку. Питание в середине жизни – это уже не похудеть к лету, это про то, какой женщиной вы будете через 10, 20, 30 лет. Уставшей, голодной и злой на свое тело или сильной, устойчивой, живой, спокойной и красивой. И начинается это не с идеальной диеты, не с марафона похудения, не с чудо-добавки, а с одной нормальной тарелки.
уже сегодня.